Всем привет, дорогие друзья! Как мы с вами знаем, самым мощным серийным мотоциклом на данный момент является детище от Kawasaki H2R, который выдает 326 лошадиных сил. Однако добились они этого легким путем, за счет установки компрессора. Но если взять атмосферные движки, то впереди планеты всей, конечно же, итальянский бренд Ducati, который берет своими технологиями, и догнать их японцы пока не могут. В сегодняшнем выпуске мы с вами рассмотрим 10 самых мощных двухколесных Ferrari в мотоциклетном мире. Открывает выпуск универсальный Ducati Multistrada V2, который оснащается 937-кубовым L-твинном Testa-Stretta. Он выдает 113 лошадиных сил и 94 ньютон-метра крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 5,9 литра на 100 километров. Бак вмещает 20 литров. Сниженная масса 222 килограмма. Высота по седлу 830 мм. Цена на официальном сайте в Италии, как и на все модели компании, поднялась. За мотоцикл сегодня просят от 16 тысяч евро, которые по нынешнему курсу легко конвертируются в 1,6 миллиона рублей. А продвинутая и облегченная до 202 кг версия S стоит уже 19 100 евро. На девятом месте, как вы уже знаете из моего прошлого выпуска, самый мощный на сегодня мотард, который можно приобрести новым в 2024 году – Ducati Hypermotard 950. Здесь тот же 937-кубовый двигатель выдает 114 лошадиных сил и 96 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 200 кг. Средний заявленный расход топлива 5,1 литра на 100 км. Бак вмещает 14,5 литров топлива. Высота по седлу 870 мм. Обновленный ценник базовой версии составляет 14 800 евро, а самая дорогая SP стоит уже 18 900 евро. На восьмом месте раздетая версия спортбайка Panigale V2 Ducati Street Fighter V2. Лояльный уличный боец оснащается 955-кубовым L-твином, однако конструкция передней части Street Fighter, которая не позволяет использовать воздухозаборники, как у Panigale, стала причиной снижения мощности на 2 лошадки до 153 лошадиных сил. Крутящий момент также снизился до 101 ньютон-метра. При сниженной массе в 200 кг Street Fighter V2 разгоняется от 0 до сотни за 3,5 секунды. Максимальная скорость около 270 км в час. Цена от 18 тысяч евро. Далее, с мощностью в 155 лошадиных сил и 104 ньютон-метра крутящего момента идет и сам спортбайк Ducati Panigale V2, за который у себя на родине сейчас просят минимум 20 100 евро. Максимальная скорость около 300 км в час. Сниженная масса 200 кг. Средний расход топлива заявлен на отметке в 6 литров на 100 км. Бак вмещает 17 литров топлива. Лимитированная версия Ducati Panigale V2 Baileys стоит уже 23 000 евро.
На шестом месте Ducati X-Diavel 1260. Двигатель Testa Stretta 9 объемом 1262 кубических сантиметра выдает 162 лошадиные силы и 129 ньютон-метров крутящего момента. Благодаря небольшому по меркам класса снаряженному весу в 249 кг от 0 до сотни байк разгоняется около 3 секунд. Средний заявленный расход топлива 5,5 литра на 100 км. Бак вмещает 18 литров. Цена на официальном итальянском сайте 22 190 евро. Версия S стоит уже 26 890 евро. На пятом месте самый мощный на сегодняшний день пауэр-круизер Ducati Diavel V4. Мотоцикл оснащен двигателем V4 Gran Turismo объемом 1158 кубических сантиметров, который является производным от Panigale V4 и Street Fighter V4. Здесь он выдает 168 лошадиных сил и 126 ньютон-метров крутящего момента, благодаря чему от 0 до сотни Diavel V4 разгоняется за 2,8 секунды. В сухом состоянии мотоцикл весит 223 кг, бак вмещает 20 литров, средний заявленный расход 6,4 литра на 100 км. Официальная минимальная цена в Италии, как и за двухцилиндровый X-Diavel 1260S, 26 900 евро. Топовая версия стоит уже 27 200 евро. На четвертом месте Ducati Multistrada V4. Тур-эндуро до недавнего времени имел 4 версии, все они оснащались уже знакомой 1158-кубовой V-образной четверкой с одинаковой мощностью в 170 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента. Плюс здесь уже клапана с обычными пружинами. База стоит 20 тысяч евро. Самой спортивной из этих мотоциклов считалась версия Picos Peak, за которую в Италии уже просят минимум 31 300 евро. Этот мотоцикл был разработан, чтобы довести спортивные качества Multistrada V4S до предела. Здесь уже алюминиевые кованые 17-дюймовые диски Marchesini со спортивными шинами Pirelli Diablo Rossa. Вместо обычного установлен консольный маятник, электронная подвеска Öhlins и новый спортивный режим Riding Mode Race. Выхлопная система стоит уже, естественно, Акрапович. Однако в этом году итальянцы добавили еще одну версию Ducati Multistrada V4 RS, которая отличается уже десмодромным приводом клапанов, увеличивающим мощность до 180 лошадиных сил, и, естественно, ценой. За новинку просят уже 37 500 евро. Открывает тройку самых производительных мотоциклов Ducati Street Fighter V4, который является раздетым Panigale V4 и имеет 3 версии. Все они оснащаются 1103-кубовой V-образной четверкой, которая в этом варианте выдает 208 лошадиных сил и 123 ньютон-метра крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 201,5 кг, бак вмещает 17 литров топлива. Кушает мотоцикл по заявлению производителя 7,6 литра на 100 км. Базовый Ducati Street Fighter V4 стоит сейчас 23 500 евро. Продвинутая версия S с весом в боевом состоянии в 197,5 кг стоит сейчас минимум 26 500 евро. Самая дорогая версия SP2 36 100 евро.
Серебро достается самому большому спортбайку компании Ducati Panigale V4, который когда-то стал первым серийным мотоциклом Ducati с 4-цилиндровым двигателем. 1103-кубовая V-образная четверка здесь выдает 215 лошадиных сил и 124 ньютон-метра крутящего момента. Максимальная скорость супербайка свыше 300 км в час. Разгон от 0 до сотни производитель не указывает. Снаряженная масса 198,5 кг. Бак вмещает 17 литров топлива. Цена на официальном итальянском сайте 26 300 евро. За навороченную версию S просят уже 32 200 евро. Ну и самым мощным мотоциклом из Болонии является, конечно же, Ducati Panigale V4R, за который на официальном сайте итальянцы просят минимум 44 тысячи евро. Это, напомню, 4 миллиона 400 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете самую мощную безнаддувную серийную силовую установку объемом 998 кубических сантиметров. 4 цилиндра выдают 221 лошадиную силу и 112 ньютон-метров крутящего момента. При этом сухая масса мотоцикла всего 172 кг. Разгон до 100 занимает меньше 3 секунд. Максимальная скорость около 330 км в час. А с этого года, по утверждению компании, если установить полный гоночный выхлоп Ducati Performance Akrapovic и залить их гоночное чудо масла, то максимальная мощность возрастает до 240 лошадиных сил. Именно столько же и у более дорогой версии Superleggera, которая была выпущена ограниченной серией в 500 штук по цене в 100 тысяч евро или 10 миллионов рублей. И все супербайки, естественно, были распроданы. Напомню, при той же мощности в 240 лошадей сухая масса Superleggera всего 158 килограмм.